Привет! Добро пожаловать в новый влог. Первым делом хочу показать заказы, которые у меня были в апреле. У меня купили 2 инктоберских принта, оригинал 2018 года и наклейки, которые я отправляю вот в таких самодельных конвертах. Хотела показать такой вот милый дизайн в горошек. Чуть ли не весь месяц я каждый день ела на завтрак творог с изюмом. Хотя, как здесь видно, это был скорее изюм в сметане с добавлением творога. Еще я делала упражнения на ноги вот из этого видео. Растяжка у меня, конечно, никакая, но все равно было приятно делать хоть что-то. Летом хочу попробовать пройти вот этот челлендж. По своему опыту прекрасно понимаю, что это будет жесткач, но я думаю, просто буду делать перерывы, если вдруг станет совсем тяжело. Меня не особо волнует свой вес, я просто хочу стать сильнее и в первую очередь прокачать спину, чтобы у меня была наконец нормальная осанка. Не так давно я нарисовала еще одну Барби. Видео целиком, а также текстовое описание процесса, скетчи с композицией, цветовые пробы, материалы, использованные рефы есть на моем патреоне. Отныне я постараюсь уделять ему побольше внимания и почаще выкладывать всякие штуки. Для тех, кто про Patreon никогда не слышал, это такая платформа, где вы можете поддержать интересующих вас людей и взамен получить всякие ништяки. Кто-то отправляет физические награды почтой, но я хочу сконцентрироваться на видосах, постах с процессом работы, эксклюзивными скетчами и полноценными картинками, которые я не буду больше нигде выкладывать. Здесь я мучаюсь с носками для Darling из моего прошлого видео и слушаю рассказы вот этой девушки. Story that falls into the mystery section of my murder mystery makeup. You know, demons. We're going to be talking about demons. So buckle in, kitty cats, because demons are here for this short amount of time. But other than that, I would just stop jib-jabbing and let's jump into today's story.
Еще я иногда покупала себе чак-чак с кефиром. Куда же в Казани без чак-чака? На день рождения своей мамы я сделала печенье. Забавно, что это печенье мне подарил друг на Новый год и поделился рецептом, так что теперь я могу делать его, когда захочу. Эту партию на двоих мы ели почти что неделю и остались очень довольны. Я думаю, он будет смотреть этот влог, так что еще раз большое тебе спасибо за хороший подарок. У мамы зацвела орхидея, и вот такая зелень живет у нас на кухне. В середине месяца у меня заказали принты с Кори и Джоуи. Забавно, что почему-то, когда я смотрю на принты, я начинаю как-то по-особенному ценить свои работы. В частности, у меня долго оставались сомнения касательно этого Кори. Я сомневалась насчет палитры и композиции, но когда напечатала принт и подержала его в руках, подумала, что не зря потратила время, и картинка получилась очень даже прикольная.
Чуть позже у меня купили аж 4 оригинала из Инктобера. Хоть это чуть ли не крупнейший мой заказ, какой-то особой радости я не испытала. Не знаю, почему так сложилось, но мне очень сложно радоваться чему-то дольше 5-10 секунд и в целом быть какой-то веселой. Тем не менее, я очень благодарна этому человеку. Сомневаюсь, что он будет смотреть мои видосы, но на всякий случай скажу огромное спасибо за такой вот ранний подарок на день рождения в виде оплаты аренды квартиры на месяц. На этом все. Надеюсь, этот влог вам понравился. Увидимся в следующем видео. Всем пока.